Давай честно, одна из главных причин, по которой люди идут работать чатерами, это, конечно же, деньги, а не желание пройти ускоренный курс венеролога и психиатра в одном лице. И я прекрасно понимаю, что тебе интересно, какие суммы можно здесь зарабатывать, просто переписываясь с людьми и грамотно продавая контент. Сейчас разложу тебе все по полочкам, без розовых очков и пустых обещаний. Сколько же ты зашибаешь? Не знаю. 70 тысяч за тот месяц. Да пошел ты. Покажи мне квитанцию, где написано 72 тысячи, я сразу уволюсь и буду работать на тебя. В секстинге доходы могут сильно различаться, и все зависит от твоих навыков, опыта и усердия. Безусловно, решает еще и менеджер, модель, трафик, фаза луны и время года, но если я начну об этом говорить, видео закончится ближе к рождению моих внуков. Когда ты только-только приходишь в сферу, твой доход будет варьироваться от 300 до 800 долларов в месяц, и это нормально. Не стоит переживать, лучше просто, невзирая на все неудачи, пахать и набивать себе репутацию. На этом этапе ты учишься грамотно вести диалог, понимать фанатов и осваивать техники продаж. Важно понимать, что твой доход напрямую зависит от того, как быстро ты начнешь понимать, что хотят фаны, запоминая сотни паттернов поведения в диалоге. Как только ты начнешь уверенно вести диалоги и стабильно продавать контент, твои цифры резко пойдут вверх. На этом этапе чатеры стабильно зарабатывают от 1000 до 2500 долларов в месяц. Постарайся первые деньги влить в удобство рабочего места, витамины и на прием у психолога, а не на пустую хуету. Здесь ты уже не просто переписываешься, ты профессионал, который знает, как продавать дорогой контент, как находить подход к китам и удерживать фанатов месяцами и даже годами. На этом уровне ты уже не просто чатер, а профессионал продаж и психологии общения. Это чатеры, которые спокойно делают от 3000 до бог знает скольки. Да, такие суммы абсолютная реальность. И они достигаются за счет мастерства продаж, четкой стратегии работы с китами и выстраивания постоянного потока регулярных покупателей. Топовые чатеры ценятся на вес золота, и модели готовы платить любые проценты и бонусы, чтобы удержать их в команде. От чего же зависит твой доход? Ты уже понял, что разброс в доходах большой. Давай теперь кратко разберемся, какие факторы влияют на твой заработок. Опыт и навыки. Чем круче твой скилл продаж, психологии и общения, тем больше денег ты будешь делать. Хороший чатер — это в первую очередь опытный продавец, психолог, порой психиатр и тот еще пиздобол. Все во благо профессии. Типы моделей и качество контента. Чем качественнее и востребованнее контент модели, тем проще тебе его продавать. Чем харизматичнее модель, тем выше вероятность продаж. Уверяю, я видел чудовищную пропасть между девочками, чей контент нужно убедить купить, и моделями, чей контент тебя умоляют продать. Да, все прекрасны, только не спрашивайте у скаутов, почему же цена на контакты прекрасного всегда почему-то разная. Платежеспособность аудитории модели. Если у модели преимущественно крайне богатые киты, это джекпот. Но достигается это чудовищным отбором среди тысяч написавших. А самый высокий процент такой аудитории у девочек, чья внешность с первых секунд бросается в глаза. Сколько лет работаю, все про это молчат, но факт. Это, к сожалению, самая упрямая штука в мире. Важно понимать, хорошие деньги в чатинге — это всегда результат твоего профессионализма и упорства. Не жди, что деньги сразу польются рекой, важно постоянно учиться, тестировать новые подходы и не бояться экспериментировать. Чатинг — это профессия, где твой доход растет вместе с твоим уровнем мастерства. И самое важное, помни, что в твоих руках не просто клавиатура, а инструмент, который может обеспечить тебе доход выше среднего по рынку труда, комфортную жизнь и профессиональное уважение. Но только при условии, что ты будешь развиваться, улучшать свои навыки и относиться к работе серьезно и осознанно. Ты вообще готов зарабатывать деньги? Если да, тогда не бойся учиться и повышать свой уровень. Впереди тебя ждут суммы, которые тебя приятно удивят. Неужели это законно? Незаконно это ни хрена.